Всем день добрый, 30 июля 2019 год. Буквально сегодня утром закончил свой очередной проект по уменьшению ручного труда при выращивании чеснока. Ну, скажем так, без ручного труда, конечно, не обойтись, но оптимизировать этот процесс, я думаю, нужно и полезно. Вот. Сделал калибровочный стол вот такого плана. Вот сверху сейчас зайду. Вот фракция 4, фракция 5, фракция 6. Сделал длину 3,30 общая. Получается где-то по 1,10 м на каждую фракцию. Скажу по опыту, сегодня уже где-то с полтонны прогнали через него, то можно было бы немножко и меньше. Ну, в принципе, запас, как говорится, никогда не помешает. Вот. Поэтому уже сделал, пусть будет. Сразу скажу, проект еще не оконченный. Просто нету времени, очень жарко, чеснок сильно сохнет. Поэтому пришлось ускоренно доделывать, как говорится, до коленки. Вот. Сделал вот на веревках растяжку, там упоры. Вот. Тут пружины заготовлены для того, чтобы делать это на какую-то станину из электроприводом когда-то. Но это уже, я думаю, не в этот сезон, потому как просто не успеваем. Так, из чего сделал? Ну, рама из уголка, понятно. 32 уголок, если не ошибаюсь. По центру подпорка из полосы 20-миллиметровой. Чисто ради подпорок. Тут тоже, вот где листы пластика, соединяется уголок промежуточный брошен. Вот, ну и тут пластик. Пластик ПВХ вспененный, если не ошибаюсь, он так называется. Лучше брать 6-миллиметровый, вот такой вот, он жестче, и сверлить его лучше. Тут 4, с ней нужно быть поаккуратнее, и немножко дает прогиб. Я думаю, камера покажет. Так, далее, тут просто доска на торце. Тут вот такие вот раскосы, и между каждой фракцией такой же. Сейчас дальше отойду, вот так. 10 и 25 сантиметров, уклон 15 сантиметров получается. Тут сетка играет роль и шелушителя, и мусора отсевает, и как желобки для того, чтобы чеснок скатывался вот сюда. Вот, привода никакого нет. Просто сюда высыпается, и погнали его вот туда, где больше фракций вручную. В принципе, в этом есть свой плюс, потому что, грубо говоря, каждая чесночина перебирается, пересматривается на случай, где придавленный, где порезанный. Вот. Ну, конечно, ручной труд. Но по скорости скажу. Вот за сегодня где-то с полтонны уже перекалибровали. Скорость получается где-то в районе 100-150 килограмм в час. Это когда работает 2 человека. Вот. И это при том, что калибровка идет не постоянно. То есть партию набрали, на чердаке спустили, вот, перекалибровали, и по кругу пошло. Вот. Ну, чеснок, в принципе, вот такой. Как можете посмотреть, усох. Конкретно усох. Это я шелушинки снял. Ну вот, давайте возьмем, смотрите, как он усох. В размере потерял, я думаю, в районе полусантиметра. Вот, ну, сухой идеально. Вот, твердый. Вот где на стебель шло, твердый. Разлучивал я, просто отлично высушенный. Но в весе, конечно, потерял неплохо. Вот, и в размере тоже. Если при выкопке у меня основная масса была размер 5 с плюсом, то по итогам, ну вот давайте посмотрим. 5 мешков белых я спустил, это, грубо говоря, 150 килограмм.
Из них получилось вот 4 ящика. Это 5+. Сколько тут? 7,5 ящиков. От 4 до 5. Вот. И 2 ящика 3-4. 3-4 еще. Его немного, это хорошо. Но пойдет на дополнительную переработку, потому что вот, перекалибровку. Потому что вот если размер 3,5 до 4 провалилась, конечно, допустим, там 38, да, но у него 4 зубка отличных. Вот. На посадку он пойдет. Так что, в принципе, как по качеству я доволен, по размерам тоже, в принципе, более-менее. Товарный чеснок, основная масса. Если 12 ящиков, грубо говоря, товарного чеснока, 4 плюсом и 2 всего еще пойдет на переборку. Это, я думаю, нормально, при том, что он так не слабо усох. Вот, ну вот, в принципе, и все, что хотел показать по этому варианту. Так что, наверное, буду заканчивать, дальше калибровать. В принципе, есть еще у меня пару идей. Думаю, покажу, всем будет интересно. Всем спасибо за внимание, до новых встреч.